По сравнению с нашей голубой планетой, Марс кажется совсем небольшим. Он почти вдвое меньше Земли по диаметру и уступает ей по массе почти в 10 раз. Казалось бы, в гравитационном танце Солнечной системы, где доминируют такие гиганты, как Юпитер и Сатурн, влияние Красной планеты должно быть пренебрежимым. Тем не менее, как выяснилось, Марс оказывает колоссальное, хоть и скрытое влияние на орбиту нашей планеты, а значит и на глобальный климат. Таковы результаты сенсационного исследования, опубликованного в авторитетном журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Его автор Стивен Кейн, профессор планетарной астрофизики из Калифорнийского университета в Риверсайде, признается, что начинал этот проект с изрядной долей скептицизма. «Я, безусловно, знал, что Марс оказывает определенное гравитационное воздействие на Землю, но предполагал, что в масштабах истории оно ничтожно. Мне казалось, что его голос в хоре планет слишком тих, чтобы его можно было легко обнаружить в геологической летописи Земли. Я, можно сказать, решил проверить свои сомнения и доказать обратное», — говорит ученый. Для проверки этой гипотезы Кейн провел сложнейшее компьютерное моделирование. Он создал цифровую копию Солнечной системы, чтобы проследить поведение планет и долгосрочные изменения земной орбиты и наклона оси на протяжении сотен миллионов лет. Именно от этих параметров зависит инсоляция, количество солнечного тепла, достигающего разных широт нашей планеты. Эти периодические изменения орбиты и положения планеты в пространстве известны в науке как циклы Миланковича. Они играют ключевую роль в климатологии, так как именно они запускают и завершают ледниковые периоды. Ледниковый период — это не просто холодная зима, а долгая геологическая эпоха, когда на полюсах планеты существуют и расширяются постоянные ледяные щиты. За свои 4,5 миллиарда лет Земля пережила как минимум 5 крупных ледниковых эр. Последняя из них, кайнозойская ледниковая эра, началась около 2,6 миллиона лет назад и технически продолжается до сих пор. Мы живем в ее теплом межледниковом отрезке. Ученым давно известно, что один из самых мощных циклов Миланковича длится 430 тысяч лет. Он обусловлен гравитационным притяжением гиганта Юпитера и нашей соседки Венеры. За это время земная орбита дышит, меняя форму от почти идеального круга до вытянутого эллипса и обратно. Это определяет, насколько сильно меняется климат в зависимости от времени года. Однако моделирование Кейна показало неожиданный результат. Этот 430-тысячелетний цикл сохраняется независимо от того, есть Марс в системе или нет. Но стоит удалить Красную планету из модели, как полностью исчезают два других важнейших цикла длительностью 100 тысяч лет и 2,3 миллиона лет. Если убрать Марс, эти ритмы просто пропадают из климатической истории. А если в симуляции увеличить массу Марса, они становятся короче и интенсивнее, потому что гравитационная хватка соседа усиливается, объясняет профессор. Эти марсианские циклы влияют на эксцентриситет земной орбиты, степень ее вытянутости и прецессию, направление оси вращения. Все это определяет распределение солнечного света по поверхности планеты, что напрямую отражается на росте или таянии ледников. Результаты Кейна доказывают, Марс играет измеримую и критическую роль в поддержании климатического баланса Земли. Почему же маленький Марс так важен? Здесь работает принцип рычага. Чем ближе планета к Солнцу, тем сильнее она привязана к нему гравитацией. Поскольку Марс находится дальше от нашего светила, чем Земля или Венера, у него больше свободы для гравитационного маневра. Его воздействие на Землю оказывается более значимым, чем если бы он находился ближе. Можно сказать, его влияние превосходит его скромные физические возможности, замечает астрофизик. Одним из самых неожиданных открытий стало влияние массы Марса на скорость изменения наклона земной оси. Сейчас ось Земли наклонена примерно на 23,5 градуса, что обеспечивает смену времен года. Но этот угол нестабилен, он слегка колеблется со временем.
Когда мы увеличивали массу Марса в наших симуляциях, скорость хаотичного изменения наклона Земли снижалась. То есть присутствие Марса оказывает своего рода стабилизирующий эффект, не давая нашей планете раскачиваться слишком сильно, уточняет Кейн. Данное исследование выходит далеко за рамки чистой астрофизики. Оно перекидывает мост к антропологии и вопросу происхождения человека. Изменения климата, вызванные этими орбитальными циклами, напрямую влияли на ландшафт. Ледниковые периоды высушивали планету, влажные тропические леса сокращались, уступая место бескрайним саваннам и лугам. Именно эти перемены в Африке миллионы лет назад поставили предков человека перед выбором – остаться в исчезающих лесах или спуститься на Землю и адаптироваться к открытым пространствам. Стресс от изменения среды стимулировал ключевые эволюционные скачки, прямохождение, чтобы видеть хищников в высокой траве, использование орудий труда и развитие социального сотрудничества для охоты и защиты. Без Марса в орбите Земли отсутствовали бы эти специфические климатические циклы, которые подталкивали эволюцию. Как бы тогда выглядели люди? Появились бы мы вообще, или на Земле до сих пор царили бы джунгли? Не будь Марса, история жизни на нашей планете была бы совершенно иной, заключил исследователь. Кроме того, работа Кейна заставляет по-новому взглянуть на поиск жизни во Вселенной. Теперь астрономам, ищущим там вторую Землю, придется обращать внимание не только на саму планету в обитаемой зоне, но и на ее соседей. Даже небольшие внешние планеты, подобные Марсу, могут выступать в роли архитекторов стабильности, делая мир пригодным для зарождения и развития сложной жизни.